В этом уроке я продолжаю тему «Обязательные базовые навыки». Если вы не умеете шить или шили, но очень мало, этот цикл видеоуроков для вас. Сегодня я буду говорить о декоративных деталях, в основе которых лежит прямоугольник, а именно о рюше и об оборке. Итак, и то это деталь прямоугольной формы изначально. Ширина может быть какая угодно, от самой узенькой до самой-самой широкой. Что такое оборка? Деталь прямоугольной формы, присборенная по одному ее краю и этим же краем пришитая к изделию. Рюш – это деталь прямоугольной формы, присборенная по центру, по середине. Итак, покажу, как нам сделать наш рюш. Меняю лапку. Меняю настройки в машине, ставлю цифру 9. Я сейчас использую биэластичную сетку. То есть, что такое биэластичная? Сетки и вообще материалы бывают эластичные и биэластичные. Эластичные – это те, которые растягиваются в одном направлении, а биэластичные растягиваются в двух направлениях – по длине и по ширине. По длине и по ширине. Растягиваться, степень растяжимости у материалов может быть различная. Итак, перехожу покаместь к рюшу. Вот у нас получается наш рюш. Я думаю, достаточно в качестве примера. Результат я вам показала сразу, и вы его видите сейчас. Так, теперь об оборке. Деталь присборенная с одной стороны, либо присборенная, либо заложенная в складки. Здесь я вот на этом участке закладывала складочки маленькие, односторонние. Складки бывают разные, о них мы поговорим в следующих уроках. Пока сам принцип рюша и оборки я хочу объяснить. И самое важное хочу показать, ну, достаточно важное, не самое, но достаточно важное. Вот тоже пример оборки. То есть вот вся вот эта юбка по всей ее длине, это оборка. То есть в основе этого кроя лежит прямоугольник, собранный в складки. Также хочу показать на примере сетки канкан, ее же называют жесткий фатин, как сделать оборку. Так, меняю лапку на основную, меняю настройки в машине, ставлю 4. У меня это 4. Если вы не смотрели предыдущие 3 урока, посмотрите обязательно. Сегодня существуют лапки, которые сами закладывают определенную величину в подобные оборки. Не всегда, не везде они применимы, но в принципе, я думаю, тоже можно иметь. Мне, например, она не нужна, поэтому я не использую ее.
в данной ситуации. Еще хочу внимание уделить непосредственно той лапке, с которой я начала работать сегодня, то есть для изготовления рюши. На ней нет никакой надписи, никаких цифр, никаких букв. На самом деле нужно все свои лапки попробовать, то есть испытать в работе. То есть что я вам рекомендую сделать? У вас есть набор лапок. Описание чему-то соответствует, чему-то может не соответствовать. То есть это то, что вот на моем реальном опыте не было указано, что при помощи этой лапки она способствует, улучшает присбаривание. Я просто методом пробы каждую поставила, каждую испытала, меняла здесь настройки, то есть меняла натяжение нити от меньшего к большему и обратно, и проверяла, что эта лапка может мне дать, то есть проверяла ее на функциональные свойства, на функциональные особенности. Что рекомендую сделать и вам. В вашем наборе лапок тоже что-то есть, может быть похожее, может быть отличающееся. В общем, испытайте, не бегите сразу покупать что-то дополнительное, а попробуйте то, что у вас есть. Вот для этих видеоуроков я использую одну из самых простых бытовых машинок, то есть даже на бытовых это все можно делать. И если у вас что-то более, скажем, сложное, что-то более дорогое приобретено, тем более у вас должны быть, может быть, даже больше набор лапок, чем вот непосредственно к этой машине. Поэтому все нужно проверять и уже методом проб определять, что вам это даст. На этом все, до встречи в новых видео.